Приветствуем вас в Челябинске на ледовой арене «Трактор» на финале всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках Кубок Федерации среди юниоров. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Челябинской области. Через несколько минут мы начнем соревнования в ритм танца. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Алла Шиховцова, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 3 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 4 Елена Фомина, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 6 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 7 Константин Кучин, Челябинск. Техническая бригада. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Иван Лобанов, Ростов-на-Дону. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Полина Тихонова, Матвей Лысов, Московская область. Таисия Шепталина, Дмитрий Пекин, Московская область. Дарья Дрожжина, Иван Тельнов, Москва. Милана Жабина, Вениамин Башуров, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. Первый канал приветствует вас на фигурном катании. Это, наконец-то, Челябинск, где проходит финал Гран-при. Сначала юниорские соревнования, а затем и взрослые. И все это в течение 6 дней. Безостановочные трансляции, прямой эфир. То, что вы так любите в спорте, то, что вы так любите в фигурном катании. Эмоции, красота и, конечно же, история, которая сейчас будет рассказана до своего логического завершения. Ведь Гран-при — это то, с чего начинался этот сезон. То, где было так много интересных открытий, разочарований, взлетов, падений. Все это серия Гран-при, которая завершается блестящим совершенно финалом, в котором будут участвовать лучшие из лучших. На комментаторской позиции в Челябинске на арене «Трактор» находится ваш верный комментатор Василий Соловьев и мастер спорта в танцах на льду София Качушкина. Привет, София. Всем здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Приветствую. Ну что, немало зрителей у нас на Челябинской арене уже сейчас. Очень приятно видеть, минут. очень приятно видеть, что так много людей пришли поболеть за своих любимых спортсменов и насладиться фигурным катанием. Уже все разминаются, готовы, заряжены. Видно, что очень такая достаточно напряженная атмосфера, но при этом очень много позитива, все улыбаются. И это самое главное.
все готовы. В танцах все всегда улыбаются, это ваша фишка, потому что вы всегда должны быть в настроении, всегда должны давать эмоции, всегда должны держать спину ровно, вот как Екатерина Рязанова и Алексей Горшков на ваших экранах. Это тренеры спортсменов, которые будут выступать первыми. Полина Тихонова и Матвей Лысов. Какой потрясающий был старт у Полины и Матвея на серии Гран-при. На первых этапах они были призерами, но и вот затем как-то не очень удачно сложилось для них само первенство юниорское, все-таки 12 место. Думаешь, это был закономерный какой-то результат или просто так сложились обстоятельства? Но я считаю, что этот дуэт очень перспективный, и на него действительно стоит обратить внимание. Очень артистичные ребята, очень красивые. И в этом сезоне у них было множество турниров. И несмотря на падения, которые были, также были и взлеты. И с каждым стартом спортсмены становятся все лучше и лучше. И сегодня надеемся увидеть яркое, мощное выступление уже в предвкушении через несколько минут, очень собственно ждем, говоря. Очень ждем. Оно Они будут будет. открывать первую группу участников, таков жеребий. И вслед за Полиной и Матвеем будут кататься Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин. Также ученики Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова. Кстати, хочу сказать, что Алексей Юрьевич, конечно, выдающимся образом сейчас работает, и особенно с юниорами. 5 медалей было получено учениками Горшкова на этапах серии Гран-при. Школа очень мощный такой вот мощную волну юниорскую катит на вашу танцевальную Это поляну. правда. Это правда так, и он дает ту самую базу, которая необходима юниорским парам, да и не только юниорским, и мастерским парам в том числе. Гениально ставит катание, мастерство катания, следит за этим, за всеми ребрами. И спортсмены, собственно говоря, радуют нас чистотой исполнения элементов. Вслед за Шепталиной и Пекиным будут кататься Дарья Дрожжина и Иван Тельнов. Это уже, в свою очередь, тренеры Екатерина Рублева, Иван Шефер и Сергей Плишкин. Спортсмены, которые также выигрывали этапы серии Гран-при в этом сезоне, но на первенстве России были 6-ми пока что. Ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой будут кататься следующими. Это Милана Жавина и Вениамир Башуров. 9-е место первенства России, и у них одна медаль была в Омске, бронзовая. Ну и всего лишь 4 пары у нас в этой группе участников. Стоит отметить, что вот Милана с Вениамином, они достаточно молодая пара, и буквально в том сезоне они только начали существовать вместе, и уже какие классные результаты они нам показывают. Да, и очень перспективные запоминающаяся ребята. еще вдобавок пара, такая яркая, статная, заметная, и с очень такими народными программами, как вот у Ксении Румянцевой. Все программы, они очень нравятся публике. Почему у нас не хватает участников сегодня? Всего лишь 9 пар. Да, как так получилось? К сожалению, один дуэт снялся по причине травмы партнера. Родион Мурасалимов, он, к сожалению, имеет сейчас некие проблемы со здоровьем, поэтому вот дуэт отсутствует на турнире. И также дуэт Елизавета Малейна и Матвей Самохин тоже отсутствует. Очень печально, что мы их сегодня тоже не по болезни, увидим. да, или официальных каких-то не было объявлений? Я как не был. Официальных объявлений, честно, я не знаю. Нам будет очень их не хватать, хотя, безусловно, соревнования, тем не менее, будут яркими, запоминающимися, и в присутствии действующих победителей первенства максимально выдающуюся борьбу мы ждем. А на льду Полина Тихонова и Матвей Лысов. Воспоминания о чемпионате мира по футболу 98-го года, когда сборная Аргентины разгромила команду Ямайки со счетом 5-0 на стадионе Парк де Пренс, а также признание Владимира Шахрина в любви своей супруги после 17 лет брака. Это программа Полины и Матвея в ритм-танце. Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирала надежда и майки, моя душа плачет. Зачем ты стучишь в мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно. Какая боль, какая боль.
Ямайка 5-0. Какая боль, какая боль. Аргентина, Ямайка. Я вижу, я снова вижу тебя такой в дерзкой мини-юбке, что мой покой, мой сон превратили шутя в тебя. Я умоляю тебя. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. Я с тобой опять сегодня, этой ночью. Ну а впрочем, следующей ночью, если захочешь, я опять у тебя. Прекрасная пара. Поздравляем ребят с началом этого турнира и, конечно же, с их первым сезоном. Под аплодисменты их болельщиков проходило катание. Причем очень хорошо так еще в этот раз, я обратил внимание, расставлены музыкальные акценты. Есть такая пауза, где публика имеет возможность немножечко повизжать и поддержать ребят. Очень стильно, очень классно. И очень Тебе тепло как? их поэтому встречают. Мне очень понравился их прокат, потому что он был ярким, он был зажигательным. И было видно, что они получали удовольствие от того, что они делают. И также техническая составляющая очень нас радует. Высокие уровни ставит техническая бригада спортсменам. Это хорошо. Как мы сейчас видим, довольны. И Славные, выложились, славные да, будто бы ребята. прям полностью. На трибунах, как мы видели, Мария Петрова, мама Полины, находится. Чемпионка мира и Европы в парных танцах, в спортивных парах. Алексей Юрьевич приветствует свою пару таким поддерживающим жестом, видимо, доволен прокатом. Мне кажется, все задуманное, возможно, удалось. Мое мнение, потому что ничего не резало глаз, все выглядело как вот одно целое от начала и до конца. И вот очень ярко они начали свою программу прям с улыбки партнера. Очень эмоционально, красиво. Тоже костюмы. Вот стоит обратить внимание на костюмы. Смотришь и прям цепляет глаз. Видимо, поработали над параллельностью, параллельной дорожке спортсмены и их тренерский штаб, потому что сегодня это было прям очень хорошо. И как раз-таки отыгрывали по акцентам ребята очень здорово. 4-го уровня твизлы. У обоих партнеров, да, ставят техническая бригада максимальный уровень. Вот мы видим сейчас заход на поддержку. Красиво очень. Сейчас будет положение. Вот оно. Да, и здесь публика визжит всегда. А что с обязательными шагами, с паттернами румбы и квикстепа? Румба на 4-й уровень. Тоже я для себя отметила, что очень широко было хорошо выполнено чиктау. И техническая бригада также поставила yes, да-да. 4-й уровень. И квикстеп на 3-й уровень не взяли первый сложный шаг у партнера. Первое чиктау. Не зачитали ему, а в остальном все прекрасно.
уровня, высочайшие. Приятно видеть улыбки на Да. их лицах. Слушай, ну повезло танцам, что там оказалась Полина Тихонова, мне кажется. 100%. Потому что был выбор между парным катанием и танцами. И Полина вот оказалась здесь. Оценки на ваших экранах. 64 с лишним балла. Это открывающий балл сегодняшних соревнований. Дмитрий Пекин, Московская область. Композиция под дебютный трек Approaching Beats знаменитой финской группы Bomb Funk MCs. Благодаря хитовому «Фристайлер» эта группа удостоилась награды MTV как лучший скандинавский исполнитель. И сейчас гимн уличной свободе 90-х «Фристайлер» — аллегория на баланс между хаосом и настоящим мастерством в исполнении Таисии Шепталиной и Дмитрия Пекина. Ну, прям вдохнули еще больше скорости в этот каток. Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин как будто сразу же на еще более высокий уровень вышли эти соревнования. Я не успевала следить за ними, потому что они так летали по арене сегодня, что... Но это правда было очень хорошо. Это было прям вау. И мега широкие дуги, конечно, у них были на румбе. Прям как будто по четверть площадки занимал один шаг. Очень надеюсь, потом увидим Чиктау, потому что вот оно мне безумно сегодня понравилось. Да? В исполнении, видимо, уже сезон потихонечку подходит к завершению. И видно, что спортсмены сумели наработать свои программы целиком и полностью, уже прожить их. И показывать нам прям... здоровский результат. И сегодняшняя Чиктау для меня пока что в топе. 100%. Здорово. Еще одна пара Екатерины Рязановой и Алексея Горшкова вот так открывают ученики именно этой одинцовской школы сегодняшние соревнования на великолепном уровне.
Очень близко были исполнены все элементы. Сейчас также мы это все увидим на повторе. И очень много было креатива в программе. Вот я поначалу смотрела, и мне показалось, что ребята были слегка скованы. Но потом, когда я увидела их глаза, и я поняла, что они просто вжились в образ и пилили глазами всех вокруг. Вот сейчас мы видим с вами Ты имеешь в виду параллельную дорожку. зрителей? И зрителей, и нас вообще всех вокруг. И судей в том числе, чтобы получать классную надбавку, потому что надбавка за дорожку у них 2,29, что очень-очень Да, это высоко. очень высоко. Также секция твизлов очень близко была исполнена, и также влетели на нереальной скорости ребята. Но есть недочеты, да, Есть у партнера? недочет, да, потому что партнеры снижают уровень с 4 на 2. Лично мне показалось, что у него согнулись руки в конце. И вот последние обороты, у него локти были не выключены, и в связи с этим могли как бы снизить уровень. Но опять же таки, может быть, что-то другое не понравилось технической бригаде. Ну вот ты хотела... Это вот было то самое чиктау и та самая Чиктау, тройка, да. которые являются сложными поворотами. И вот сейчас мы видим такой яркий финал у ребят, которые в конце вот этот переворот. Вот этот взгляд пилящий. Ну просто посмотрите на глаза партнерши. Они смотрят в душу. Да, поздравляем ребят с этим прокатом. Ну вот есть, да, расстройство с этим твизлом. Ну, мне показалось, что у него и продвижение как-то чуть-чуть подсократилось именно Да, на твизле. Не такое движение вперед было, как нужно, но тем не менее у них 4-го уровня квикстеп, 4-го уровня румба, все с хорошими оценками, как уже было сказано, дорожка шагов 2.29. И они впереди, обогнав более чем на 1,5 балла Тихонову и Лысова. Танцевальный экстаз продолжается с группы Real to Real. Фирменный регги-рэп Мэда Стантмана из Тринидада – это залог успеха. Ну а остальное – ребра в исполнении Дарьи Дрожиной и Ивана Тельнова. Ученики Екатерины Рублевой и Ивана Шефера, а также Сергея Плишкина, у которого сегодня, между прочим, день рождения. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original man, stuck man, pon your case, man. I love how all girls are move them body. And when you move your body, you to move it nice and sweet and sexy. Alright, come on, you cute. I know you know. Original cute body. You want me fast, but come on, you cute. I know you know. Original cute body. You want me fast, but woman, physically fit, physically fit, physically, 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 woman, physically fit, physically fit, physically, 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 woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean as a big Titanic. Woman, you're nice, sweet, energetic. Bitch up on the ocean as a big Titanic. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean as a big Titanic. Woman, you're nice, sweet, energetic. Bitch up
Дарья Дрожжина и Иван Тельнов. Ну, прям качают публику, качают. Вот мимо нас так пронеслись и давали еще дополнительный ритм для болельщиков. Болельщики поддерживают. Но вот есть такое интересное наблюдение. Они очень ярко начали сезон с победы на первом этапе в Москве, а затем как будто бы то одно не получается, то другое на первенстве там-сям. И вот как-то волнообразно так получается, да, развитие сезона. Это правда так. И очень радостно, что сегодня мы увидели их ритм-танец, так как они умеют его катать. Прям на максимум они выложились сегодня. И как вот они встали в первую позу, я прям для себя это отметила, что была вот видна и чувствовалась вот эта уверенность, что они готовы сегодня показывать свой максимум, максимум того, что они могут. И это было очень здорово, это было очень зажигательно и очень ярко. Очень ярко. Вот Сергей Плишкин, их хореограф и тренер, называет эту пару вообще очень самобытной, необычной, яркой. Ну, в них прямо вот праздник, да, заключен. Очень здорово сочетаются ребята друг с другом. Вот сейчас Так, мы видим секцию твизлов, которые не всегда удавалось им хорошо. А сегодня 4-4, оба партнера прям классно отыгрывают между самими твизлами в переходе. И вот здесь вот видим, что немножко будто бы боролась партнерша с выполнением второго твизла, но все было филигранно. Да, все на 4-й уровень и все с хорошими плюсами, 1,5 балла. Но больше всего плюсов судьи поставили за дорожку шагов, целых 2,5 GOE надбавки. Она была очень параллельно исполнена. Вот сейчас мы видим Чиктау в румбе, за которую они получают вот за румбу 4-й уровень. Все им взяли. Очень было на дугах все исполнено хорошо. И яркая поддержка в финале. В финале их ритм танца, которая прям вот завершила его очень здорово. Да, это было очень красиво. Ну что, единственное, получается, что за Quick-Step ставят 3-й уровень технические специалисты, не засчитав одну ключевую точку. Не засчитали партнеру Чиктау как раз-таки в Quick-Step. Мне показалось, что она была жестковато чуть-чуть исполнена, вот будто бы перепрыгнула с ноги на ногу. А должно все-таки быть мягенько, как кошечки. Но при этом остальное уровня прям радует. Но вот 3-й уровень дорожки шагов, это же высокий. Это очень высоко, это очень достойно и очень профессионально. Поздравляем ребят с этим прокатом. И они на первом месте, опережая на 2,5, даже больше балла ближайших конкурентов Шептальну и Пекина. Ну а сейчас по музыке у нас «Яблоко раздора» самого Таркана. Песня «Флирт», «Шикидым», вокруг которой шума было даже больше, чем бита. Ну а Таркан, что Таркан? Он был бы в восторге, если бы увидел, какая красавица катается под его композицию. Милана Жабина, Вениамин Башуров. По звездам. Для нее, для одной я сердце тебе соберу. Сам побуду звездою ночной и растаю поутру. Для нее, для одной я все звезды соберу. Засияю звездою ночной и растаю поутру. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Босой, да по звездам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам.
Ой, мама, шикадам. Пройду босой, да, по звездам. Самая та песня лета, самая ты самая та песня лета, самая. А у причала песня звучала, кафе. И танцевала, и напевала, и повторял след за тобою зубривая. Самая та песня лета, самая ты самая та песня лета, самая та песня лета, самая ты самая та песня лета, самая. Ты самая та песня света, самая ты самая та песня лета, самая. Милана Жабина, Вениамир Башуров заканчивает свой ритм-танец, и заканчивается таким образом первая группа участников у нас на высочайшем эмоциональном и техническом уровне. Молодцы! Очень такой зажигательный тоже прокат. Ну, сегодня все, мне кажется, прокат очень яркий. И ребята тоже продемонстрировали сегодня очень хорошие уровни для себя. То есть это был прям рост, скачок, как по мне. Очень красивые линии у них, потому что они оба высоких, два человека с длинными конечностями, и они у них очень дотянутые. Особенно Рычаги. вот рычаги у них, да, длинные. Очень это эстетично выглядит, когда они катаются и показывают все эти линии. Особенно в поддержке. Вот там первая поддержка. Думаю, нам сейчас на повторе все это покажут. И как раз-таки посмотрим на их красивые линии. Ксения Румянцева и Екатерина Волобуева, их тренеры, радостно обнимают своих учеников. Вот с самого начала начинают они зажигать. Вот мы видим заход и первая поддержка. Красивая дотянутая нога у партнерши. Отыгрывает все она также по Да. музыкальным акцентам. Вот дотянутая нога у партнера на высоте тоже, что немаловажно. Четвертого уровня поддержка и балл 15 надбавка от судей. В дорожке шагов технические специалисты предлагают второй и третий уровень. Второй у партнерши, третий у партнера. А вот в твизлах что там у нас В твизлах получилось? партнеру ставят третий уровень, а партнерши четвертый. Вероятнее Вот они всего, на повторе. да, вот мы как раз таки их видим. Первый твизл небольшое расхождение, но при этом все хорошо. А вот второй партнера немножко повело, потеря баланса, и в конце была небольшая тройка. И как раз таки поэтому снижает судейская бригада, вернее, технические специалисты, прошу прощения, уровень с 4 на 3. Да, уровень понизился, но тем не менее судьи все равно ставят хороший плюс. Балл 60 за скорость, за исполнение этого твизла. И А стоит вот отметить, что вот квикстеп у них 4 уровня. То есть 4-го, все кстати, шаги да. сложности их взяли, засчитали. в отличие от румбы, в которой два ключевых момента не засчитаны. И это самая низкая оценка за этот элемент. И таким образом Милана Жабина, Вениамин Башуров набирают на 3 балла меньше, чем Дарья Дрожина и Иван Тельнов. И на данный момент оказываются на 3-й позиции. А впереди вторая группа участников. Встречаем на льду участников второй группы. Полина Филипенко, Владислав Михайлов, Самарская область, Москва. Зоя Пестова, Сергей Лагутов, Москва.
Мария Фефилова, Артем Валов, Московская область. Анна Билибина, Дмитрий Кашаев, Москва. Барбара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. Продолжаются соревнования в финале Гран-при России по фигурному катанию. Заключительный аккорд в этом потрясающем совершенно сезоне Гран-при. Очень много людей мы Да, видим я сейчас вообще на трибунах. это вообще. настолько неожиданно на юниорских соревнованиях в начале дня первого видеть такой аншлаг. Мы преклоняемся перед тобой, Челябинск. Да. Челябинск потрясающий, кстати, спортивный город. Не все это знают. По количеству спортивных школ Челябинск находится в десятке лучших. Здесь на 100 тысяч человек 7 спортивных школ находится. Так что здесь, да, любят спорт. И на ваших экранах вторая группа участников. И первыми будут кататься ученики Светланы Алексеевой, Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Да, вот про Полину с Владом стоит отметить, что они довольно-таки недавно, в том числе, тренируются в этом тренерском штабе. Это первый их сезон. И еще, вот как раз-таки мы отмечали про количество людей сегодня на трибунах. У Полины бабушка и дедушка живут в городе Чебаркуль, Да. Челябинской области. Поэтому как раз-таки ожидался наплыв родственников на соревнованиях. Мы их видим, этот наплыв не только родственников, но и, в принципе, людей. Весь Чебаркуль приехал. Ну что, Чебаркуль — это известное местечко и в плане хоккея, а теперь, как, значит, понятно, и в плане фигурного катания. Полина и Владислав будут кататься первыми под Дженнифер Лопес и Рики Мартина. Они были пятыми на первенстве России. Ну, а на этапах серии Гран-при у них была очень интересная борьба в Красноярске с Шепталиной и Пекиным. И они заняли 3-е место, благодаря чему в том числе попали и сюда. Зоя Пестова и Сергей Лагутов, ученики Ирины Жук, Александра Свинина, Анастасии Шпилевой будут кататься следующими. Это серебряные призеры первенства России, причем уже второй год они на пьедестале первенства. В прошлом году были третьими, причем оба раза обошли Малеину и Самохина. Так что не все так просто. Знаете, вот когда начинался Гран-при в этом сезоне, все говорили, ну все, Малеин и Самохин, все, теперь они везде первые, и все теперь понятно. Ничего, ребята, непонятно, потому что танцы сегодня — это очень увлекательный и очень непредсказуемый вид спорта. Вслед за ними будут кататься Мария Фефилова, Артем Валов, победители первенства России, победители Гран-при в Магнитогорске, Гран-при в Казани. Еще одни ученики Алексея Горшкова и Екатерины Рязановой. Кстати, еще хотел вот в копилку Горшкова сказать, у нас много разных здесь тренеров, да, присутствует. И что я хотел отметить в Алексее Юрьевиче, то, что он еще со всеми умудряется постоянно сотрудничать. Вот не в состоянии борьбы, такой нездоровой конкуренции находится человек, а в постоянном сотрудничестве. С Жук и Свининым сотрудничает, с Колей Морозовым постоянно сотрудничает, с Алексеевой, с Анжеликой Крыловой. Ну, то есть это же очень здорово, это здорово. Это потрясающе. Обмен опыта, в Да. том числе и спортсмены. И результат и налицо. могут пробовать на себе разные образы, которые видит и один тренерский штаб, и другой тренерский штаб. И они вот в совокупности вместе творят чудеса и ставят невероятно красивые программы. Ну и, конечно же, хочется еще отдельно сказать такое радостное, приятное, что возле Алексея Юрьевича еще находится его ученица Екатерина Рязанова. И также, здесь ее нет, но Ксения Конкина. Все те, кто у него учился, вот они теперь все рядом. Его рабочий коллектив. И он, кстати, очень это ценит. И всегда с трепетом относится, что я собрал коллектив, я с ним двигаюсь дальше. Это потрясающее качество. Поэтому поздравляем их с победой на первенстве. А сейчас смотрим за тем, как Фефилова и Валов в отсутствии Малеина и Самохина будут соревноваться здесь также за самые высокие места. Ученики Анжелики Крыловой, Людмилы Алексеевой, Анна Билибина и Дмитрий Кашаев будут кататься вслед за ними. Но Анжелики здесь
здесь, по-моему, нет, да, только Людмила Александровна находится возле бортика. Кстати, вот многие еще в копилку тебе. Вот ты знаешь, из какой семейной тренерской династии Алексей Горшков? Кто у него отец? Смею предположить, но хочу услышать это от вас. Он тренер, но в велоспорте. Да, он был тренером очень крутым в велоспорте. А у Людмилы Алексеевой какой вид спорта у его отца? Ну, предположи. Не догадаешься все равно. Мотобол. Ее отец... Не фигурное катание. Да, вообще не фигурное катание. То есть самые разные виды спорта, но все тренеры и вот эти люди, они являются продолжателями тренерских династий. Ну, а в завершении группы будут кататься Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Еще одни ученики Екатерины Рублевой и Ивана Шефера. Но это все в конце этой группы. А откроют ее Полина Пилипенко и Владислав Михайлов. Ученики Светланы Львовны Алексеевой, Елены Кустаровой и Олега Судакова. Где только не пела Дженнифер Лопес композицию «Let's Get Loud» и на Супербоул, и на инаугурации президента США. А сегодня здесь, на Гран-при России, звучит эта музыка. Ого-го, вот этот танец. Полина Пилипенко прямо вот такой жест победный сделала рукой. Видимо, ощущает, что шаги сегодня у нее удались. Вот это танец и вот эта харизма. Тоже немаловажно это отметить. И какие Абсолютно. красивые костюмы. Какое красивое платье у Полины. А вот, Василий, знаете, почему это так? Ну, просто потому, что оно красивое. Наверное, у нее какие-то особые взаимоотношения с теми людьми, которые шьют это платье. Да, а вот мама Полины шьет костюмы мама. этой паре, да. Понял. Она даже принимала участие в международном конкурсе спортивных дизайнеров и выиграла его. О, супер. Ну, поздравляем. Творческий человек, творческая дочь. Да, шикарное Рядом выступление. творческий Влад. Очень красивая пара и очень классное выступление.
столько энергетики в нем. Причем она идет по восходящей от Дженнифер Лопес, потом к Рике Мартину. Это просто какой-то латино-взрыв получается. Да, мы видим, как они тепло обнимаются со своим тренерским штабом. Да. Довольны. Ой, или что-то там тоже обсуждают параллельно сразу же. Да не, вроде довольны. Ну давайте посмотрим повторы, обратим внимание на шаги. Ну все началось с вращательной поддержки, да, которая, безусловно, на 4-й уровень и 1,5 почти балла плюса. Что На про нее невероятной можно сказать? скорости они влетели, можно сказать, в эту поддержку. Так и можно сказать. Мгм. И дальше уже румба. Вот мы сейчас видим Чиктау. Партнерши его взяли, у партнера его не взяли. И А дальше... так что вот и не скажешь, да? Вот, скорее всего, ребра что-то не понравилось. И вот дальше идет внутренняя тройка, внутрь-наружу, которая у партнерши взята, а у партнера тоже техническая бригада ее не взяла. И вот сейчас мы видим твизлы на экране, которые очень хорошо, близко на скорости были исполнены. И Да, но оба здесь на спортсмена повторе было 4-4 такое получают. ощущение, что они вообще вплотную их делают и невероятно синхронно, правда? 100%. Не могу не поддержать каждое вышесказанное слово. А что насчет дорожки шагов? Вот это очень-очень здорово, потому что у Полины 4-й уровень за дорожку Ничего шагов. себе. То есть все шаги, которые она выполнила, техническая бригада их взяла, и все было феноменально исполнено. Это прям очень здорово. С этим хочется ее в первую очередь поздравить, и также тренерский штаб, потому что это большой путь надо преодолеть, чтобы получить 4-й уровень за дорожку. Это очень круто. В финале Гран-при. Да, и 2 балла от судей надбавки они получают также за этот элемент. Но сейчас разблюдовку по элементам вы увидите в правом нижнем углу своих экранов и сможете сами обратить внимание на то, какие хорошие оценки получили эти ребята. Очень хорошая надбавка, много плюсов им ставят, потому что все было на скорости, все было чисто, параллельно, красиво, как оно и должно быть. Ребята большие молодцы, хочется поздравить и их, и тренерский штаб с таким ярким выступлением, с таким прокатом. Стала Викторовна, встала. В ожидании оценок сейчас нужно подслушать немножко, что там говорят. К сожалению, они молчат, не хотят, чтобы мы подслушивали. Ой, что-то- Слушай, а что-то у нас случилось на льду, как будто это у нас от костюма, что ли, отвалились какие-то детальки красные. Это же не кровь, они так выглядели. И у нас вышли на лед 2 человека с лопатами, которые быстро это дело зачищают. Причем это происходит прямо перед судьями. Нет, это не костюм. Костюм в целости и сохранности, с ним все хорошо. А это, скорее всего, кровь все-таки, может быть. Кто-то из предыдущих участников, выполняя какой-либо элемент или там провозку, к примеру, на колени, зацепился. Вот, честно, не уследила этот Да, момент. мы Сейчас совсем не заметили, что у кого-то что-то, с кем-то что-то произошло, да, все были в отличном настроении, никто не, не акцентировал внимание на том, что что-то с ними происходит. Ну, а мы из-за этой небольшой паузы ждем выставления дальнейших оценок. Но тут очень плотная, конечно, у них будет борьба с Дарьей Дрожиной и Иваном Тельновым, потому что каждый балл, каждая 10-я, каждая 100-я на счету. Только имея протокол перед глазами, можно точно уже определить, да, кому поставили тот 4-й уровень, который, например, решит исход этой борьбы. Потому что на данный момент у Дрожиной и Тельнова чуть-чуть, но все-таки выше техника, чем у Пилипенко и Михайлова. И они занимают... Да, сейчас мы увидим эти оценки. Вы знаете, по компонентам Полина Пилипенко, Владислав Михайлов обходят Дарью Дрожину и Ивана Тельнова на 0,3 примерно. А вот по элементам уступают 0,6. И таким образом занимают с отставанием в 0,3 второе место. Сергей Лагутов, Москва. На льду Зоя Пестова и Сергей Лагутов.
под абсолютный хит бельгийско-голландской группы Two Unlimited. Будут они кататься. Хит о том, что пределов не существует. No Limit. Ну и в качестве подтверждения вокал вчерашней парковщицы из Амстердама Аниты Дот. Да, ничего невозможного нет. Вот так вот прошлогодние победители Нью-Йоркского финала Гран-при завершили свой ритм-танец. Да, блестяще. Как думаешь, в этом году есть шансы повторить Шансы такое же есть достижение, всегда. да? Я верю в ребят, верю, Супер. что Ну, они, всё по-моему, возможно. довольны своим выступлением. Да, все хорошо. Единственный момент на твизлах. Немножко партнерша во втором твизле решила будто бы потерять баланс и боролась, но, слава богу, поставили им все-таки 4-й уровень, потому что поначалу стоял 3-й, и техническая бригада пересмотрела и поняла, что там нет никаких оплошностей, все, слава богу, хорошо. Ну, им виднее, у них есть камера специальная, которая в замедленном повторе сразу же позволяет пересмотреть любой из элементов и проверить себя. Все ли ты как специалист или как судья правильно увидел. Ирина Жук встречает их возле бортика в отличном настроении. Давайте посмотрим. Ирина Владимировна, да, стояла. Посмотрим на повторе на эти самые твизлы. Что мы увидим? Ну, не только на твизлы, а в принципе на все элементы. Вот сейчас, к примеру, посмотрим на поддержку. А, нет, не поддержка, извиняюсь, это был заход на твизлы. Да, у них прощения. такой заход на твизлы, как поддержка. Вот этот второй твизл. Ну да, чуть-чуть Здесь. подразошлись. Но хорошо, что все хорошо, и уровень не снижен. Но более того, и оценка от судей довольно-таки весомая. 2 с лишним балла за твизлы. Да, сейчас румба на наших экранах. И исполнение сложных поворотов на ней. Получают сейчас спортсмены 3-й уровень за румбу и 3-й уровень за квикстеп.
Очень все прям детально отработано, очень параллельно все красиво. Сейчас поддержка на наших экранах. Вращательная поддержка. Выглядят эмоции забавно, довольно-таки, в замедленном повторе. Конечно, финальный элемент ритм танца, и уже там все силы надо собрать и сделать все хорошо, и они ее сделали хорошо на 4-й уровень, получив очень неплохую надбавку, 1,54. Но самая большая надбавка идет за дорожку шагов, которая получила 3 с лишним балла плюса от судей. А по уровням 3-й у партнерши и 2-й у партнера. Что тоже очень неплохо. Хотя, конечно, 2 третьих было бы еще лучше. Таким образом, они получают 71 балл, и это больше и по компонентам, и по элементам, чем у их конкурентов, и они на данный момент на лидирующей позиции. Для исполнения ритм танца А на льду приглашаются Мария Фефелова и Артем Валов катаются под знаменитый протестный трек Cranberries «Зомби». Серьезный, социальный, антитеррористический. И затем на контрасте, на стыке хаоса, хип-хопа и попа, мощнейший призыв к танцам и энергии с диким битом. Вот такие разные хиты 90-х. Ну, все по правилам, как предписано ИСУ. Взрывается зал от выступления действующих чемпионов первенства страны. И сами ребята выложились на максимум, довольны. Вот сейчас делают Мария поклон с Фефелова, улыбкой на Артем лице. Валов. Очень зажигательный, очень яркий прокат был. Прям Это хорошо. правда. Мария Фефелова, Артем Валов, между прочим, в прошлогоднем юниорском финале проиграли Зое Пестовой и Сергею
Лактуву. Ну, а в этом году они, конечно, абсолютные лидеры. И на Гран-при 2 победы, еще и первенство. Просто огромные молодцы эти ученики. Еще одни Алексея Горшкова и Екатерины Рязановой. Ведь это очень молодой дуэт, и они уже в таком возрасте показывают настоящий класс на льду. Да, Артем самый молодой партнер. Был и на первенстве, ну и, конечно же, и Есть. здесь. Да, И есть да. здесь, тут с нами. Вот. Хороший очень прокат. Очень хороший прокат. Конечно, были некие шероховатости, но, несмотря на это, очень высокие уровни выставляет техническая бригада. Теперь уже у партнера в параллельной дорожке мы видим 4-й уровень. Ого. Очень чистый поворот. Вот мы сейчас видели крюк, который он исполнял в дорожке. Он был прям наружу-наружу, все как надо, очень чисто, без дрожания в коньке какого-либо. Очень светлые ребята, очень жизнерадостные. Даже в своем прокате они не могут удержать вот эту вот энергию внутри и зажигают зал. Да, держит настроение. Очень легко все делают. Такой тоже заход на твизлы не тривиальный, да? Да, Акробатически максимально. очень близко были исполнены твизлы, особенно второй твизл. Я уж в конце начала смотреть, думаю, как так близко можно? И очень хорошую надбавку они получают за этот элемент, 2,56. Мне кажется, это наивысшая надбавка, которая пока что была за сегодняшний день именно в этом твизлы? элементе. Да, именно в по-моему, этом элементе. Ну, было что-то близко, но тем не менее это очень высокая надбавка. Также квикстеп у них 4-го уровня. Все хорошо, поддержка тоже 4-го уровня. Мгм. И, кстати, очень высокая надбавка и за дорожку шагов, в том числе 3 с лишним балла. Мне кажется, тоже одна из наивысших на данный момент вот сегодняшнего дня надбавок за дорожку. Ну вот оценка за дорожку 11,72. Это самая высокая оценка вообще сегодня за какой-либо элемент. Но вот в румбе один только ключевой момент не засчитали партнерши. Да, и тем не менее они набирают 73,85. Это на 2, почти на 3 балла больше, чем у ближайших преследователей. Ребята молодцы. Вот это борьба, вот это соревнование. А впереди выступление учеников Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой, Анны Билибиной и Дмитрия Кашаева. Снова захватывающая страсть в исполнении Рики Мартина. Шаг назад и шаг вперед. Мария в латине. Все решается исключительно через танец. Ну вот прямо как в финале Гран-при.
Вау, вот это да! Вот это да! Анна Беливина, Дмитрий Кашаев. Какие легкие, какие танцевальные, какие гибкие, классные. Сколько в этом задора и какой-то креативности, такой легкой танцевальной креативности. Полностью поддерживаю. И при этом очень техничные. Мне кажется, что сегодня как никогда видно, насколько сильно ребята прибавили касаемо технической составляющей. Потому что уровни, которые сейчас высвечиваются, это просто что-то нереальное. Все четвертые уровни. Все. Ну, я, правда, чуть-чуть поволнуюсь. Просто какие-то элементы пока что стоят под пересмотром у технической бригады. Может быть, они еще что-то найдут. Но на данный момент, вот то, как сейчас, что мы видим на нашем мониторе с элементами, это прям запредельное достижение. А нет, противная техническая бригада не зачла в румбе Чиктау партнеру. Ой, партнерши. А партнеру поставили тайминг. Тайминг это значит, еще что вдобавок по времени поставили. Да, не было Вот и съехала аж даже на второй уровень. Очень А обидно, поясни, очень. пожалуйста, я не знаю, покажут нам сейчас в повторе именно румбу и Чиктау. Давай начнем с твизлов. Да, начинаем с твизлов. 4-4, очень близко, очень параллельно, на невероятной скорости. Тоже 2.40 плюс как от судей. единое целое, они прям Класс, поворачиваются. да. Продвижение вперед очень классное. И Аня прям в финале очень ярко. Вот, мы смотрим. видим то самое Чиктау. И что не так? По Что? времени поставили тайминг, это значит, что временной отрезок, который должен во временной отрезок должно быть выполнено Чиктау, прям определенно по счетам. И вот этот временной отрезок, он не был соблюден. То есть он в счет не попал, получается? Или в какие-то секунды? Как это правильно Это бывает, считается? к примеру, передержал или наоборот сделал раньше. Но вот сейчас мы видим на повторе, скорее всего, передержал все-таки, и поэтому... Ну, поэтому и техническая пересматривали, бригада, да. потому что это невооруженным глазом заметить невозможно. Это нужно смотреть как раз на замедленном повторе, где есть секундомер. Таймером, секундомером. И, к сожалению, вот дорожка тоже съехала у партнера с 4 на 3-й уровень. Но она была настолько акробатически наполнена, зал Да, это взрывался вместе с классно. нами. Это очень так здорово. Причем они каждый делают какой-то свой оригинальный элемент. Это выглядит очень эффектно. И очень всегда интересно пересматривать, потому что последить отдельно за партнером и отдельно за партнершей. И мы так останавливаемся на этих элементах только из-за того, чтобы вы понимали, почему оценка не та, которую вы, наверное, ожидали от этой потрясающей пары. Дима говорит, вау, он не ожидал таких оценок, и правда, вау, большие молодцы. Тем не менее, они на 3-м месте могли быть еще повыше, если бы не пресловутый тайминг на Чиктау. Ну и в завершении, вот она, Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров. Прекрасная пара танцевальная, ученики Екатерины Рублевой, Иван Шефера, Сергея Плишкина. И «What is Love» — хит, написанный менее чем за час на основе женского стокового сэмпла 91 года. И «Мистер Вейн» — критическая ода нарциссизму и самолюбованию. Глеб в этом пиджаке, который перешивали 1000 раз, чтобы он сидел и не мешал танцевать, и прилаживали цепь. И оно того стоило.
Сколько раз смотрю на этот танец, столько раз у меня улыбка не сходит с лица, потому что это, конечно, очень забавные образы, которые, ну, прямо из 90-х шлют нам такой специфический привет. Это огромная работа. Это огромная работа так Кстати. это отыгрывать. И как они это делают. Как Варя с Глебом прям уникально находят свое вместе с тренерским штабом и показывают это из раза в раз. Им удается нас удивлять. И стоит отметить, что сами ребята говорили, что сейчас они находятся на пике такой формы, можно это так сказать. Потому что после первенства страны у них также был еще один турнир, и сейчас они здесь показывают свои программы. Очень это было задорно. Прям Молодцы, ребята. вживаются в образы и проносят их от начала до конца. По-моему, у Ивана Шефера тоже было отличное настроение. Он так улыбался, их встречая. Вот мы уже отмечали костюмы. Ага. А вот, Василий, как вы думаете, что изображено на перстнях у Глеба? На перстне? Ну, учитывая то, что это какой-то омаж на фильм «Ночь в Роксбери», то, может быть, я не знаю, может быть, американский орел. А вот и нет. Такой сейчас будет небольшой эксклюзив. У Глеба там герб Российской Федерации. Понятно, ну, хорошо. Вот, а вот Поздравляю. сейчас видим твизл, и партнерши ставят первый уровень. Там прям была и потеря баланса, и тройки. У партнерши, да? У партнерши, да, у партнера, у Глеба 4-й уровень, а вот Варе снижают до 1-го. Ну, давайте отметим о хорошем. Все-таки у них 2 4-х уровня по обязательным шагам, по румбе и по квикстепу, что уже здорово и хорошие плюсы. Да, твизл, к сожалению, и оценка от судей очень небольшая, меньше балла, и 1-й уровень. А что с дорожкой шагов вот этой совершенно шикарной, эмоциональной? Дорожка шагов 3-3, по-другому и быть не Вау, могло. 3 это Потому что хорошо. она была чисто хорошо исполнена, и вот поддержка, которую мы также... И почти видели. 3 балла плюса. Да, и вот поддержка 4-го уровня очень достойно была исполнена. Ну что ж, и таким образом очень, конечно, плотные результаты, но вот на какой именно позиции окажутся спортсмены, выглядят они немного растерянными, немного такими, может быть, даже чуть расстроенными Я думаю, в связи с из-за первым, твизла. да, уровнем, потому что увидели, что техническая Это бригада обидно. Но, поставила ребята, себе. вы были все равно замечательны. Да, компоненты 3-е место, элементы даже 4-е место, даже 5-е вслед за Дрожиной Тельновым. Но по сумме 69-55 они на 3-й позиции на данный момент, уступая лишь Пестовой Лактовой и Фефиловой Валову. Ух, прямо на одном дыхании пролетели эти Да. соревнования в ритм-танце, София. Все Как здорово. дуэты порадовали своими прокатами и вот этой заряженной энергией, потому что они не только сами были заряжены, но еще и заряжали всех вокруг. И нас в том числе, и зрителей, и судей. И поэтому очень хорошо сегодня справлялись, слава богу, со своими прокатами. Да, по большей части элементы, конечно, были выполнены прям выше по уровню, чем в среднем по сезону. Потому что в сезоне там всякие были приключения, а сейчас такое впечатление, что 95% всего было выполнено на ура. Ну, хорошо поработали и хороший Да. результат. С этим мы поздравляем всех, и тренерские штабы, и танцевальные дуэты. И сегодня надо отдохнуть, выдохнуть, все эти эмоции пережить. И завтра с холодной головой и с горячим сердцем Да. выйти на произвольный танец. Что ж, мы ждем вас на продолжение этих соревнований и не прощаемся. Огромное спасибо Софии Качушкина и Спасибо Василий вам Соловьев большое. с вами не прощаются, говорят вам до свидания. До скорых встреч!
Дамы и господа, через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди спортивных пар. Уважаемые зрители, просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 4 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 5 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 6 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 7 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Зоя Ковязина, Артемий Мохов, Москва. Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край. Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Разрешена 6-минутная разминка.
Ну что ж, мы приветствуем всех любителей и поклонников самого красивого вида спорта на финале Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в гостеприимном Челябинске. Сегодня первый день соревнований, и наши юниоры, танцоры на льду уже откатали свои ритм-танцы. Ну а теперь время насладиться парным катанием. Несмотря на то, что на лед выйдут юниоры, их борьба обещает быть очень жаркой, а главное мега техничной. Следить с вами вместе за короткими программами пары, помогать разобраться в нюансах будем мы, я, Максим Троньков, и двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, обладатель серебряной медали командника Пхенчхана, а также серебра уже личного на играх в Пекине, заслуженный мастер спорта Владимир Морозов. Вова, привет. Привет, Максим. Всем добрый вечер. Наши соревнования начинаются, и сейчас 6-минутная разминка первой группы участников. Всего пар будет 8, по 4 пары в каждой разминке. Первыми на лед выйдут Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Для Таисии Гусевой это родной город, поэтому я думаю, что особенно волнительно ей будет сегодня выступать. Ну а может быть, наоборот, родные стены Тасе будут помогать. Стремительно эта пара ворвалась в элиту юниорского парного катания. И в этом сезоне у них очень и очень хорошие результаты. Бронза на дебютном первенстве России. Вторыми на лед ведут Зоя Ковязина, Артемий Мохов. Это уже очень опытный дуэт. Не очень удачно они выступили на первенстве России, хотя до этого 2 этапа серии Гран-при России победили очень уверенно. Третьими будут кататься Кира Доможирова, Илья Вигера. Эта пара представляет Пермский край. Очень конкурентоспособна, и многие пророчили им победу на первенстве России, но, к сожалению, тоже не все у ребят получилось. Конкуренция в парном катании юниорском очень и очень высокая, поэтому очень сложно бороться за подиум. Любая ошибка, любая неточность стоит медали, стоит высокого места, поэтому парное катание наше юниорское, оно нас, конечно, радует последние сезоны, и наблюдать за тем, как ребята выполняют сложнейшие элементы, а я немножко предвосхищу уже завтрашний день произвольные программы. То есть будут там ультра-си, будут четверные выбросы, четверные подкруты, сложнейшие тройные прыжки параллельные. То есть все мы это увидим уже завтра. Сегодня программа техническая. Продолжим говорить о тех, кто будет выступать в этой разминке. Последними, четвертыми на лед выйдут Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Это наша такая главная пара. Двукратные победители первенства России. 2 года подряд являются лидерами юниорской сборной. Но, опять же, довольно сложно будет ребятам еще раз в этой конкуренции вариться, творить то, что они делают уже на протяжении 2 сезонов. Всегда вот эта пальма первенства, она очень тяжела. Это бремя первенства, его очень тяжело нести. Нужно все время доказывать то, что ты не просто так занимаешь эту лидирующую строчку. Пожелаем тоже ребятам удачи. В короткой программе всего 7 элементов. Это параллельный прыжок, это выброс, подкрутка, поддержка, тодос, параллельное вращение и дорожка шагов. Осталась 1 минута. Ну и до конца разминки остается 1 минута. Спортсмены уже ничего сложного не пробуют, проверяют лед, вращение. Вращение, кстати, довольно роковой элемент для парников в последнее время, потому что у нас очень жестко техбригады российские судят именно элементы, скажем так, второго эшелона, не прыжковые, не координационные, а как раз вот такие, как вращения, тодосы, дорожки. Наши судьи очень строги, поэтому у нас и ребята такие сильные, наверное, потому что им вообще нельзя оступиться, где-то не докрутить, где-то не досидеть, не доделать положение. Все сразу же отмечается в табеле о рангах. И, повторюсь, это очень и очень дорого может стоить в финальной стадии. То есть вот здесь, в технической программе, в короткой программе, главное все элементы сделать на максимальный уровень сложности и максимально чисто, чтобы набрать надбавки от судей как можно больше. Уважаемые спортсмены, ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Ну что ж, разминка окончена, и совсем скоро на лед выйдет первая пара.
Для исполнения короткой программы на лед приглашаются Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Тренерский штаб Дмитрия Забнина и Филиппа Тарасова. Бронзовые призеры первенства России. Ну что ж, браво, ребята. Действительно, родные стены, наверное, Таисии сегодня все-таки помогли. Потому что после того, как выполнила уже самый последний такой из рискованных, сложных элементов выброс, сразу же так раскрылась, расцвела, стала с настроением кататься Таисия, ну и Даниил им подстать. Очень хорошее начало, как ты считаешь? Вот тебе уровень, первая же пара выходит и... Ну, я скажу, что открывать соревнования вообще это достаточно непростая история. И дуэт справился с короткой программой, сделали они все элементы, придраться особо не к чему. Поэтому вот смотрю по уровням, уровень 3 стоит за Тодес. Либо его сейчас будут пересматривать технический специалист, либо оставят третий, а может быть подымут. Будем надеяться на лучшее. И дорожка 3-го уровня. Все прыжковые элементы были сделаны хорошо. Дорожка даже уже на 2-й упала. Да, то есть сейчас мы, конечно, на повторах увидим все элементы. Наверное, самый коронный элемент этой пары — это подкрутка. В произвольной ребята, я уверен, будут делать четверной. Вот она на наших экранах. Здесь есть и шпагат, и руки партнер опустил, и здорово поймал за талию. Ты, как король подкрутов, скажи, ну, правда хорошо? Подкруток был хороший. И хочу отметить выезд после подкрутки, которые вот очень долго они стояли на выезде. Прям показывали, что настолько уверенно владеют элементом. И поставьте нам, пожалуйста, побольше GOE за подкрут.
И, конечно же, поддержки и силовые элементы у ребят — это такой коронный элемент. Очень интересное положение в поддержках. Вот как раз тот самый Тодос. Я так думаю, что все-таки немножко не досидел Даня. Чуть раньше вывел партнершу и не хватило ему уровня. Вот как раз в короткой программе то, что важно. Мы видим расхождение в параллельном вращении. Тоже GOE не будут высокими. И уровень сложности тоже ребята теряют на этом элементе. В короткой программе очень важно набрать максимальное количество уровней. То есть практически все должно быть 4-го. И плюс еще с хорошими надбавками. Здесь на вращении потеряли уровень из-за того, что Таисия медленнее вращалась в складке, и партнер считает обороты. Так как он вращался быстрее, он отвращал свои 6 оборотов. А Тася, мне кажется, сделала где-то в районе 5-5,5 оборотов, и поэтому здесь они уровень свой недополучили. Но, тем не менее, очень хорошие баллы, 67 и 42. И мы будем от этих баллов теперь уже дальше отталкиваться. Баллы очень хорошие. Для исполнения короткой программы на лед приглашаются Зоя Ковязина, Артемий Мухов, Москва. Ну что, еще один чистый прокат. Вообще радуют ребята из группы Филиппа Тарасова. Мало того, что их много на всех турнирах, то здесь даже из 8 6 пар сразу же представляет этот тренерский штаб. И еще и здорово катаются, очень уверенно, чисто.
Но все же как будто бы мы с тобой считаем, сидим обороты и везде не досчитываемся в мелочах. Вот есть какая-то проблема с тодосами, с дорожками. Ну, уровни, правда, не добирают дуэты, уже второй дуэт. Получили они за тодос 3-й уровень, за дорожку 2-й, подкрутка 3-й уровень. Короткая программа — это такая техническая программа, в которой все дуэты выполняют один и тот же контент. У всех обязательный двойной аксель, прыжок, подкрутка луц, поддержка 5-й группы на выбор реверса или ласса, тодос вперед-внутрь, и короткой выигрывает тот дуэт, который сделает этот набор чище и наберет максимальный уровень 4-й на всех элементах. И вот терять на тодосе и на дорожке, не докручивать обороты, мне кажется, это прям преступление в короткой программе. Мы когда смотрели прокат, вот как раз нам показывает тодос. Тодос считается по углу партнера правой ноги в колене. То есть, когда партнер садится на 90 градусов, есть прямой угол такой, тогда только начинается отсчет. По партнеру, а по партнерше, когда она тоже приняла положение низкое, ее голова должна быть ниже уровня когда партнер колена. сгибает колено, точно уже партнерша будет низко. Там, А вот бывает по-другому. Во внутреннем точно не бывает. И то есть с этого момента и партнеру надо начинать считать свои обороты и закрывать ровно 3, а лучше 3/4 оборотов в тодосе, и тогда спокойно выходить на выезд. Да, и удивительно, потому что как будто меньше уровней набирают ребята, чем на первенстве России. Чуть-чуть они обходят предыдущий дуэт и пока лидируют. Вот мы видим, что буквально 1 балл разделяет первые 2 пары. То есть произвольный будет очень-очень интересно. Кира Доможирова, Илья Вигера, Пермский край. Как раз одна из тех пар, которая не представляет тренерский штаб Филиппа Тарасова, но представляет тренерский штаб Павла Слюсаренко, который лишний раз представлять не нужно. Это уже настоящий законодатель МОД в мировом уже даже парном катании.
Очень сконцентрированный прокат мы увидели. И как раз хотел ребята похвалить, что здесь очень четко они следили за уровнем выполнения сложности элементов. И пермская школа вообще этим славится. Да, может быть, не делают они где-то сложных параллельных прыжков или четверных элементов. Но что касается всех остальных элементов, всегда все отмерено, выверено. И у этой пары, казалось бы, тоже все должно было быть точно так же. Но в конце все равно где-то концентрация ушла. И повороты в дорожке, так же, как и у других дуэтов, были не совсем гладко выполнены. И последнее вращение так серьезно разошлись в конце. Чуть-чуть концовочку смазали. Но в целом большие молодцы. Со всеми остальными элементами справились просто здорово. Мне показалось, что очень аккуратно. Да. Выступали прям как будто бы с какой-то даже опаской за что-то, за элементы или за какие-то один элемент. И вот очень аккуратно. Ну, немножко у них, видишь, не получилось первенство России. Может, где-то это в голове сидит. И старались ребята уже здесь подкрутка третьего уровня реабилитироваться. Шпагата не было на отрыве. Прямого шпагата. Поэтому она и третьего. Ну, выброс. Я рассказываю для слушателей, зрителей, конечно. Где уровни потеряны или где набраны. Выбросы и прыжок у нас претензий нет. Поддержка, наверное, тоже. Но на поддержках, на поворотах мы немножко ёкнули. На первом повороте, когда это был только сделан подъем ласса, и первый поворот немножко оступился партнер. Поэтому... Ну, дальше доделал, да, как ни в чем не бывало. Мне очень понравились линии, параллельность есть красивые выезды и вообще по позициям в программе. То есть аккуратная такая пара, но вот хочется сегодня было их подтолкнуть, наверное, чтобы побыстрее и скользили, и полегче выглядели на льду. Да, в сравнении с двумя предыдущими дуэтами немножко вот именно вот такого какого-то напора не хватало. Но, может быть, в короткой программе не всегда это нужно для победы. В короткой программе все-таки концентрация тоже важна. Конечно, лучше соединить по вместе. оценкам мы посмотрим. Насколько судьи с нами согласны и какие будут джуи за элемент. За исполнение короткой программы Кира Доможирова и Илья Вегера набирают 66,9 балла. На данный момент они занимают третье место. Только третье место из трех выступивших участников у Киры Доможировой и Ильи Вегера. Но залу понравилось, зал кричит «молодцы». На лед приглашаются Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Москва. Ну а на льду Полина Шешелева, Егор Карнаухов, опять же Москва, опять тренерский штаб Филиппа Тарасова. И это двукратный чемпион России среди юниоров.
Ну что ж, прокат достойный лидеров нашей сборной. Действительно, все очень чисто. Самое главное, вот как раз про то, что мы говорили, да, настроение, где-то такая наглость уже спортивная у этих ребят присутствует. Выходят, не показывают никакого волнения, хотя завершают разминку. Это тоже 4-й стартовый номер, не всегда просто. Но, тем не менее, очень так нагло, уверенно, на каком-то своем особенном лоске катают эту свою такую игривую короткую программу. Как будто бы, ну, для юниоров очень неплохая постановка, но вот у Вовы возникли вопросы в течение этой программы. Ну, во-первых, я хочу сказать, что прокат был чистый, мне понравился, все элементы 4-го уровня. Это впервые, кстати, вау. Ну, если еще ничего не понизят пока, да. На этих соревнованиях. Но я думаю, еще повторит кто-нибудь. Надеемся на это. Хочу отметить близкий параллельный прыжок. Очень прям на расстоянии руки был выполнен. И вот смотрю надбавку. Мне даже интересно, сколько судьи за это поставят. Надбавка 0,99. Мне кажется, можно было и побольше. Ну, как будто бы, да. Со сложного захода он еще был выполнен. В момент проката показалось, что не хватало мне шпагата в подкрутке, но... Вот на повторе был. На повторе был. Посмотрите, Вопросов какой нет. аксель. Аксель Близко, параллельно, да. сложный выезд, сложный вход. Но судьи с нами с тобой не солидарны. Там на выезде Полина закрывает глаз или что там, хореографическая у нее постановка, а вот у Егора этого нету. Может быть, вот эта непараллельность отвлекает зрительный взгляд такой. Ты знаешь, что когда на тренировках была, может быть, он решил сегодня не делать. Сегодня не сделал? То есть у них поставлено у обоих. Да. И ты, когда смотришь на пару, когда они прыгают, ты смотришь... Ну, лично я смотрю где-то между партнеров, чтобы увидеть, оба ли сделали там количество оборотов определенное, 2,5, да, или кто-то там сорвал, не сорвал, чтобы вот не перескакивать взглядом на кого-то отдельно. И когда ты смотришь так близко и видишь, что... 42. Чуть не выругался только что в кислом крае. Может быть, даже чуть-чуть выругался Филипп, потому что очень удивился технической оценке 42 балла. Да. Что-то на латышском. Это очень много. 71-39. Это за 70 баллов первое место. Ну, лидеры катаются как лидеры. Что уж тут говорить. Прокат действительно был чистый, Отрываются достойный. пока что они от всех предыдущих пар. Для короткой программы 3-4 балла. Это очень прилично. И, конечно, ребята хороший задел себе на произвольную задали. Ольга Слобода, Павел Астахов, Москва. София Диана Касинс, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Арина Парсекова, Матвей Богданов, Москва. Марина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Ну что ж, вторая группа уже на льду. Делают свои первые шаги в соревновательный день. На льду Челябинска. Кстати, народу в зале очень-очень много. Как только мы с Владимиром вошли в зал, прямо обалдели. Подумали, меньше ли людей было на Олимпиаде в зале. Ну, на юниорах. Для юниоров это действительно много. Ну, на моей Олимпиаде 22-м точно было меньше. Ну да, напомним, что это была ковидная Олимпиада. Первыми на лед в этой разминке выйдут Ольга Слобода, Павел Астахов, опять Филипп Тарасов, Дмитрий Забнин. Опять Москва. Кстати, для Павла Астахова тоже Челябинск, город не чужой, а родной. То есть тоже у себя дома. Павел будет сегодня выступать. У них очень хорошая короткая программа, очень интересная, с классным музыкальным сопровождением Агата Кристи. На льду как раз тренерский штаб, про который я уже не раз говорил. А это уже София Диана Касинс, Александр Бригей, ученики Александра Смирнова.
У них тоже очень яркая программа, Black Eyed Peas, очень танцевальная, тоже очень яркий дуэт из Санкт-Петербурга. Ну и, конечно же, программа насыщена какими-то находками. Все, что так любит питерская школа, клуб Тамары Николаевны Москвиной. Ну и мы помним, как катался двукратный чемпион Европы Саша Смирнов вместе с Юкой Кавагути. Вот он на наших экранах. Именно он ведет эту пару к большим победам. Участник Олимпийских игр в Ванкувере, призер чемпионата мира. В общем, лишний раз перечислять титулы тренера всегда приятно. Следующими выйдут на лед Арина Парсегова, Матвей Богданов, которые являются таким прорывом, что ли, этого сезона. Казалось бы, только-только встали в пару. Арина еще и в одиночном катании в юниорском выступала весь сезон. И на первенстве России уникальный был момент. Она выступала сразу в двух видах. И в коротком, и в девушек-одиночницах, и в парном катании. В парном катании, кстати, по-моему, даже по произвольной программе была в призах и попала по итогам этой программы в сборную вместе со своим партнером Матвеем. То есть действительно пара очень интересная, судьям она нравится, да и нам тоже, что уж там говорить. Очень многому они этот сезон научились, большие молодцы. И тоже дебютанты этого сезона, тоже новая пара. Они вообще очень быстро скатались, буквально в августе встали в пару и уже в сентябре на контрольных прокатах представили свои программы. Я говорю сейчас о Полине Сажной и Алексее Белкине, которые на наших экранах тоже проводят разминку. Они, кстати, на первенстве России заняли 2-е место, выиграв произвольную программу. В короткой программе у них тогда не получилось параллельное вращение выполнить. Они остались практически без оценки за этот элемент. И, к сожалению, были не в сильнейшей разминке, но, выиграв произвольную, поднялись на 2-е место. Такой вот новый интересный дуэт из Москвы. Может быть, тебе кто-то понравился во время разминки? Я вот слежу за всеми, кто что выполняет, кто разминается, чтобы сравнивать с тем, что будет в прокате. Что ребята умеют и что покажут. Ну, я думаю, что в целом все ребята все умеют, иначе бы они не попали сюда, в финал Гран-при России. Это же 8 сильнейших дуэтов, поэтому вся элита нашего парного катания юниорского, она у нас перед глазами, это наше будущее, наша родная дисциплина. И мы, конечно, вспоминаем и свои юниорские годы. И, ну, я, например, очень многого не умел, когда был юниором, хотя являюсь чемпионом мира среди юниоров, и призером чемпионата мира среди юниоров. Как будто бы были элементы, которые у нас были чуть похуже. Ну, у меня так точно, я совсем динозавр. Нет, ну сравнивая с нынешними правилами, у нас обязательно была, во-первых, двойная подкрутка в короткой программе. Двойной аксель остался неизменным. И у нас... Я успел даже покататься, когда у меня было 2 вращения в короткой программе. Да, и параллельное, и парное. Потом, не помню, в каком году убрали одно вращение, оно чередовалось. 1 год было параллельное, 1 год парное. А потом мы и вовсе оставили только параллельное в короткой программе, а произвольное парное. А у меня еще был обязательный выброс. А, еще и спираль была у нас очень давно когда-то. Ну это уж ты совсем вспомнил. Когда мы только начинали этот путь. У ребят уже, конечно, не так насыщена элементами короткая программа, но зато они больше занимают времени, каждый элемент. То есть вращения стали сложнее и дольше по времени. То есть тодосы тоже раньше немножко по-другому набирались уровни. И, может быть, больше, чтобы на хореографическую часть успеть оставить время, ISU принял такое решение. Вот теперь у нас не 8 элементов, а 7. Но при этом дорожка стала гораздо сложнее. Да. У нас обязательно 12 поворотов должно быть сделано для 4-го уровня. Плюс пересечение между партнерами 3 раза, да. Или полдорожки в паре проехать. Ну, да. С дорожкой там каждый год все меняется. И надо отслеживать. Да. Пожалуйста, покиньте лед. Для исполнения короткой программы на лед приглашаются Ольга Сабада, Павел Астахов, Москва.
Ольга Сабада, Павел Астахов. 4-е место первенства России. Родной город для Павла. И очень интересное музыкальное сопровождение. Ну что, просто здорово. Просто здорово, как и Тасе Гусевой. Родные стены помогли и Павлу Астахову. И тоже очень уверенно он сегодня выглядел. И обычно так за него волнуешься. Он начинает где-то перед акселем зажиматься весь сезон. А сейчас просто здорово выполнили они все элементы. И как будто бы даже Вова мне сказал, что ему больше всех они понравились. Ну да. Давайте сразу к акселю вернемся. Я отмечу, что он был сделан с кораблика. Это такое усложнение. Никаких уровней это, конечно, не дает. Как стоил аксель 3.30, так он и по базе и стоит. Но все же на GUI, наверное, как-то повлияет в лучшую сторону. Я уверен, что мы на повторах, конечно, увидим. Ты еще раз восхитишься этим элементом. Вообще, как тебе постановка? Мне кажется, очень оригинальный выбор музыки. Нетривиальная такая. Я не слышал таких. Я вот вообще хочу сказать, что все юниоры, все пары юниоров, они вообще перестали катать классику в короткой программе. Все выбирают какие-то оригинальные жанры, стараются чем-то удивить, быть не похожим на классическое парное катание, которое было 5, 10, 20, 30 лет назад. И как-то толкают, наверное, в этом направлении вперед. Наш вид по поводу... Вот, кстати, акселя. Показывают аксель. Да, и тот самый кораблик. Немножко он тут не влез в экран. По поводу элементов, последнее вращение, параллельное, к сожалению, они там потеряли надбавку, получают только базовую оценку в
3 балла. Никаких поощрений от судей не было из-за качества исполнения. Да, действительно, и это прямо бич этой пары. То есть они проиграли медаль первенства России из-за того, что плохо сделали совместное вращение в произвольной программе. То есть классно делать элементы. Более того, если мы говорим о парном катании российском, то на взрослом чемпионате России Саша Пайкова, Дмитрий Козловский сделали четверной выброс и сделали его шикарно. Но и юниоры взяли пример, именно вот эта пара, Ольга Сабада, Павел Астахов. Я, наверное, думаю, впервые в истории первенства России зашли и сделали шикарный тоже четверной выброс. То есть у нас и в юниорах есть пара с четверным выбросом, и во взрослых. Но, насколько я знаю, вроде у них это последний сезон в юниорах, и в следующем году уже увидим их во взрослом. Ну а пока второе место, очень хорошие баллы, тоже за 70. Для ребят это большой успех, мы видим, как рады. Но это только вращение параллельно. Вот здесь Для потеря. исполнения короткой программы на лед приглашаются София Диана Касинс, Александр Бригей, Санкт-Петербург. София Диана Касинс, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Клуб Тамары Николаевны Москвиной. И их Black Eyed Peas. Ну, честно говоря, для меня это один из таких самых цельных прокатов этой пары, потому что на этапах Гран-при как-то не все получалось. И на первенстве России тоже не самое чистое катание было. Как будто бы сегодня вот ребята все собрали, все, что могли. И, в принципе, таких уж грубых каких-то ошибок не было. Я не знаю, на повторе мы только увидим, коснулась ли рукой льда на выезде из выброса София. А может быть, только просто чуть-чуть клюнула. Но это вот единственный такой момент, который бросился в глаза из, скажем так,
ошибок. А во всем остальном, в принципе, довольно гладкий прокат. Тоже, если говорить об уровнях, то ребята теряют и на вращениях, и на дорожках, и на Тодосе. Ну и как будто бы немножко так не совсем чисто, что ли, да? Прокат был сделан чисто, но не самого лучшего качества элементы. И начиная с Тодоса, обращения, дорожки и заканчивая поддержкой, да. То есть вот подкрут высокий, классный, амплитудный. Подкрут, прыжок хорошо был сделан. Да, вот двойной аксель. Тоже со сложного захода, довольно параллельно, довольно близко друг к другу. И вот выброс. Чуть-чуть как будто бы, да, коснулась. Без опоры, но тем не менее чуть-чуть потеряла равновесие здесь София и подстраховалась. Хотя максимально старалась этого не делать. Да, как будто бы поддержка немножко как-то тяжеловато выглядела. Много было зубцов в проходах партнера вот как раз на наших экранах. И это, наверное, то, что как раз отличало от предыдущих пар ребят. Хотя в целом вроде бы вот все элементы были сделаны, но какое-то вот такое непонятное впечатление осталось, потому что... У них еще музыка Black Eyed Peas, и под нее надо катить играючи, попадать в ритм музыки и соответствовать полностью стилю программы, которую они заявляют. А когда чуть-чуть получается тяжеловато где-то в элементе или в дорожке, или в поддержке, сразу вот рука не тянется ставить большую оценку. Ну, в целом классная пара, и мне очень нравится наблюдать за их развитием. Дочка Елены Бережной. Да, прям есть порода. Хочется привет Лене передать. София Диана Касинц, Александр Бригей набирают 65,20 баллов. На данный момент они занимают 6-е место. Для исполнения короткой программы на лед приглашаются Арина Парсегова, Матвей Богданов, Москва. Арина Парсегова, Матвей Богданов. Самобытный дуэт, юные, красивые, очень друг другу подходят ребята. Такие два блондина, худенькие, тоненькие и здорово катающиеся. Буквально в этом сезоне навели шороху в парном катании юниорском. Посмотрим, как будет сейчас.
Ну, увы, вы сами все видели. Не все в этой программе у ребят получилось. И мелкие ошибки были, конечно, которые мы обязательно разберем. И на повторах вам покажем, почему где-то они теряли уровни. Но самая главная ошибка — это, конечно, вот это падение, когда уже практически элемент был сделан. Потом как-то дрогнула нога, что ли, у Арины, и не смогла она удержать равновесие, поставила обе руки на лед, и когда у тебя уже там 4, даже не 3 точки опоры, это, конечно, уже расценивается как падение. Очень жаль. Яркий дуэт. Дуэт яркий, но видно, что совсем еще новый, свежий. Так что ошибки, наверное, от того, что не хватает опыта, и еще не совсем скатались они в пару, прям совсем не превратились. Поэтому хочется пожелать им дальнейшего развития, чтобы окрепли руки, ноги. И видно, что совсем юные такие еще оба партнера. Я думаю, будущее у них есть, и просто надо тренироваться, продолжать заниматься. Они уже в этом сезоне очень многое сделали и сделают, потому что произвольная программа у них очень сложная. Вот как раз одна из ошибок. Раз, видите, рукой коснулась партнера. Что это значит? Это значит потеря уровня. Трогать партнера, касаться партнера нельзя. И главная ошибка. Это прям падение считается. 4 точки опоры, и за это еще будет минус балл дедакшена. И сам выброс идет на оценку минус 5. Произвольно много сложных элементов, за счет них можно еще будет подняться выше. Сегодня, конечно, рассчитывать на высокое место с тем катанием, что нам уже показали остальные пары, ну, сложно рассчитывать на какие-то супер высокие баллы. И все дуэты до этого, предыдущие дуэты все скатались чисто, поэтому можно сказать, что мы даже избаловались немножко чистыми прокатами. И да, такое случается. Просто надо пожелать удачи и продолжать двигаться вперед. Завтра новый день, новая программа. Я думаю, что это единственный дуэт на сегодня, который не наберет за 60 баллов с этим прокатом, поэтому очень жаль. Видим, что тренеры, видя раскладку элементов, тоже кивают головой, соглашаясь со мной. Да, только 56-92, 57 почти баллов, 7-е место. Я думаю, что только в первой разминке мы их завтра увидим. Для исполнения короткой программы на лед приглашаются Полина Сажина, Алексей Белкин, Москва. Ну, завершают короткую программу спортивных пар Полина Сажина, Алексей Белкин, серебряные призеры первенства России. Самый нервный, наверное, сейчас момент именно у них, потому что им только предстоит показать свою короткую программу. Но это тоже очень и очень яркий дуэт. In the end, it doesn't even matter.
что очень достойно справились, я думаю, с волнением. Закрывать всегда очень сложно, тем более короткую программу, где нужно максимально хорошо кататься, чтобы попадать в сильнейшую разминку и бороться за медали в дальнейшем в произвольной. Как мне кажется, ну, видно, что ребята с характером, потому что ну, здорово они сегодня катались. И да, где-то уровни сейчас им посчитают, поищут, где-то что-то уберут. Но в целом весь сезон пара прогрессирует. И напомню, они в августе только встали в пару. Оба пришли в группу Филиппа Тарасова. Леша уже был парником, у него, в принципе, есть опыт, а вот у Полины она вообще одиночница. То есть, вот представляете, за сколь короткий срок одиночница превратилась в такую вот самобытную, красивую парницу. Она уже действительно настоящая парница, украшает своего партнера, очень артистично катается. Как будто по подаче сегодня Полина выше всяких похвал. Прокат хороший, подкрутка отличная, 4-й уровень, тут без вопросов, даже не к чему было придраться. Выброс. Флип не самый амплитудный, небольшой, но с уверенным выездом, поэтому тоже все чистенько. Интересный заход на аксель с сложной спирали, и вот фишка такая, поймал за ногу партнер на выезде. Здесь еще он ее так немножко жестко поймал. Обычно это еще класс. Эта находка выглядит еще круче, чем сегодня, но и сегодня было классно. Вообще силовые элементы хорошие, поддержка тоже, да, очень мощная, с хорошими проходами. По Тодосу был вопрос, пересматривали, но все же оставили 4-й уровень. Нашли пересечение 3-го круга, где закрыл конек партнера. Вот здесь немножко качался и на этом потерял, наверное, тоже количество оборотов в положении сидя Леша, и только 3-й уровень. Только по вращению. Вот вращение на 3-й уровень ушло. 4-го сняли в 1 уровень. Ну, мощная концовка соревнований спортивных пар. Сейчас просто нужно посмотреть расклад перед произвольной программой. В произвольной программе вся борьба еще впереди, потому что очень-очень близко друг к другу все пары практически находятся. Лидирующие, так уж точно. И в произвольной у всех свой контент, полная произвольная программа, поэтому вся развязка будет завтра. Обязательно не пропускайте. Ну, такова сильнейшая разминка завтра. Первое место после короткой программы занимают Полина Шешелева и Егор Карнаухов. На 2-м месте Ольга Сабада, Павел Астахов, Зоя Ковязина, Артемий Мохов. 3-й Полина Сажина, Алексей Белкин. 4-е, 5-е Таисия Гусева, Даниил Овчинников. 6-е Кира Доможирова, Илья Вигера. 7-е София Диана Касинц, Александр Бригей. 8-е Арина Парсегова, Матвей Богданов. Диктор на арене прощается со зрителями, и многочисленные зрители арены в Челябинске, где так любят фигурное катание, уставшие, но счастливые, отправляются по домам, готовить себя к произвольной программе. Ну и мы, наверное, тоже с Владимиром Морозовым отправимся отдыхать. Мы только сегодня прилетели в славный Челябинск, быстро подготовились к эфиру. Надеюсь, что вам понравилось, как мы в таком экспериментальном составе вдвоем, старые добрые друзья-парники, что-то вам интересное сегодня рассказали и поведали о наших замечательных юниорах. Спасибо вам всем большое, что были с нами. Завтра обязательно еще раз услышимся в эфире. Хорошего вам вечера, дорогие друзья. Спасибо.